Как только они обедали, я знала, что в этот день мне придут ответы. Бизнес-аналитика очень много возможностей. Я уже менеджер, умение думать, но это не основное требование. Нет, это слишком скучно для меня. Даже рисовать прототипы в Paint. Обязательно нужно прочитать инструкцию. Я думаю, это начало новой жизни. Ну, вообще могу, но не буду. Привет, меня зовут Оля, это Minsk Java Community, я бизнес-аналитик и основательница школы бизнес-анализа. Смотрите ее там. Ну окей, поехали. Какое отношение к бизнесу ты имеешь? Никакого. А как ты стала бизнес-аналитиком? Случайно. Я разрабатывала программное обеспечение и консультировала команду разработки. Моя роль была скорее, сейчас можно называть, product owner. Я об этом не знала. Команда разработки меня научила, рассказала, что это такое, и таким образом я узнала про мир бизнес-анализа. Ты была почти программистом и стала бизнес-анализом? Нет, я была скорее заказчиком и стала бизнес-аналитиком. А как, по-твоему, это повышение карьеры или понижение карьеры? Я думаю, это начало новой жизни. Ты бизнес-аналитик или системный аналитик? В чем разница? Бизнес-аналитик больше анализирует бизнес, системный аналитик больше анализирует систему. Системный аналитик разрабатывает требования к программному обеспечению, а бизнес-аналитик придумывает, какое это программное обеспечение и какие проблемы бизнеса он будет решать. А какие курсы ты проходила, чтобы стать BA? Я самоучка. В чем заключается твоя работа? Моя работа заключается в том, чтобы выявить требования бизнеса, понять, что ему болит, какие у него проблемы существуют или какие возможности он видит, придумать наилучшее решение, которое поможет закрыть эти проблемы или встретить возможности, и разработать требования для автоматизации решения, которое эти потребности, соответственно, закроет. А хотела бы ты быть менеджером и почему? Я уже менеджер. Я ресурсный менеджер бизнес-аналитиков. А программистом хотела бы быть? Нет, это слишком скучно для меня. Нужно ли читать инструкцию или по ходу разберемся? Обязательно. Обязательно что? Обязательно нужно прочитать инструкцию. А какие навыки нужны у бизнес-аналитика? Умение думать, умение анализировать, умение мыслить системно, хорошие коммуникативные навыки, умение общаться с людьми и желание общаться с людьми, усидчивость, чтобы писать требования, внимательность, скрупулезность и внимательность к деталям. А какими-нибудь техническими навыками ты должна обладать? Там запрос в базу сделать, API-call, еще что-нибудь? Это будет перебрать? плюсом, но это не основное требование. Окей, а программировать умеешь? Нет. Но я училась в универе. А какие навыки нужны для преподавания бизнес-анализа? Все те же, что и для анализа. Нужно понять, что преподавать, грамотно построить программу, то есть найти решение этой проблемы, и взаимодействовать с аудиторией, чтобы она получила ценность от того решения, которое я ей предлагаю. А можешь протестировать эту старю? Ну, вообще могу, но не буду. Я же не тестировщик. Заказчику очень надо обычно. Тестировать историю? Ну, людей нет, все болеют. А тестировать надо. Знаешь, ну я могу, конечно, протестировать как мануальный тестировщик, но я сильно сомневаюсь, что я найду все баги. Какой карьерный рост у бизнес-аналитика? Бизнес-аналитика очень много возможностей. Он может вырасти в менеджмент, он может вырасти в продуктового менеджера или в продуктового оунера, как у нас модно говорить в скраме. Он может выйти в техническое направление, то есть уйти в программирование, стать техлидом. Он может уйти в Agile, стать скрам-мастером или продукт-оунером, как я уже сказала. Он может уйти в какое-нибудь ответвление, например, UX-дизайн. Бизнес-аналитика вообще все дороги открыты, потому что он умеет думать. А расскажи про своего самого ужасного и самого крутого клиента. Самый ужасный клиент — это тот, который никогда не отвечал на мои e-mail, и для того, чтобы получить от него ответ, delivery менеджер в США ходил с ним на обед. Как только они обедали, я знала, что в этот день мне придут ответы, и он пачкой отвечал на все мои вопросы сразу. Это было раз в месяц. Самый мой любимый клиент — это тот клиент, с которым у меня были очень продуктивные взаимоотношения. Он очень хорошо учился, научился писать потрясающие юзер-стори и даже рисовать прототипы в Paint. С ним мы общались каждый день очень тесно, сделали большую работу, и я очень довольна тем, что я с ним взаимодействовала. А на каком этапе проекта нужен бизнес-аналитик? На самом начальном обязательно, и желательно, чтобы он сопровождал до конца разработки, и потом даже после того, как разработка закончилась и решение внедрено в бизнес заказчика, анализировал, что же получилось. А на каком этапе выкинуть можно? Никогда. Если выкинуть бизнес-аналитика, его работу выполнит кто-то другой. А кто на проекте может заменить бизнес-аналитика? Техлид, PM, QA, дизайнер, программист.
Вот они все сразу должны заменять одного бизнес-аналитика. Они могут заменить, потому что так или иначе им нужны будут требования, и им придется общаться с клиентом. Поэтому кто-то из них будет выполнять эту работу. Могут сделать это как-то коллективно, и каждый возьмет свой кусочек на себя. А на какую не айтишную профессию похожа работа бизнес-аналитика? Хороший вопрос. Вообще, бизнес-аналитик — это не айтишная профессия, он просто работает в IT. Я думаю, что на любого человека, который занимается анализом, умеет думать, будет похоже на консультанта. Он приходит в бизнес, узнает, что ему болит, и предлагает решение. Я так понимаю, бизнес-консультанта, а не консультанта, который в колл-центре. Ну, разумеется, конечно, бизнес-консультант. А сколько символов в минуту ты печатаешь? Никогда не считала. А были ли у тебя проблемы в написании требований, связанные с тем, что ты не программист и не понимаешь, как устроено... Были. Я ходила к программистам, задавала им очень много вопросов, они мне помогали. А как ты часто ездила в командировки до всего того, что сейчас происходит? Реже, чем хотелось бы. Кто лишний? BA, Scrum Master или Delivery Manager? И почему? Лишний в чем? Почему лишний? Какую Просто. задачу они выполняют? Я же бизнес-аналитик, я не могу ответить на этот вопрос, не понимая контекста. Докопалась сразу, а? Нет контекста. Все. Если есть скрам-мастер, значит, у нас скрам. В скраме нету ни бизнес-аналитика, ни деливери-менеджера. Они есть development team. Задача непонятная. А, так тебя не существует. Я development team. Как много митингов в течение дня? Иногда по 12. А сколько это по времени занимает? 8 часов. А какой минимальный уровень английского должен у тебя быть? B2. Что делать, если очень хочется быть бизнес-аналитиком, а у меня А2? Работать над английским и искать компании, где не нужен английский. Но рано или поздно все равно упретесь в карьерный рост. Поэтому нужно учить английский. А можно ли как-то поделить работу между человеком, который знает английский, и который не знает английский? Технически можно, но это будет очень тяжело. И ценность этой работы будет низкая. А какие другие языки ты знаешь, кроме английского? Я больше не знаю других языков. И белорусский вообще? По-белорусски я могу читать, говорить уже вряд ли. А как часто ты овертаймишь? Я вообще не люблю овертаймить. Я не овертаймлю. 8 часов, все, домой? Да, у меня же есть школа. Круто. Подписывайтесь на канал Minsk Java Community, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.